My name is Anna Gurevich. Today is February 5th, 2024. We are interviewing Samuil Melikhov in the city of Chicago, and the language will be Russian. Добрый день. Спасибо большое, что согласились с нами поговорить. Давайте начнем с того, что вы представитесь, как вас зовут, где вы родились и когда. Начинать? Да. Мое имя Самуил Мелихов. Родился я в Ростове-на-Дону, куда мама, будучи беременной, из Смоленска, постоянного места жительства, там, где она жила в семье с папой, с сестрой, смоленщины они, она поехала рожать в Ростов-на-Дону к бабушке моей, маме, маминой мама. Через какое-то время, естественно, она вернулась со мной в Смоленск, и мы продолжали совместную жизнь в Смоленске. А когда вы родились? Родился я 23 апреля 1929 года. А какое вам дали имя при рождении, при самом рождении? При рождении, я не знаю, мама там, с кем она там общалась, но дело в том, что в Ростове-на-Дону проживала вся ее семья, мамина, по фамилии Вердомицкие. Отец мамин Вердомицкий, я его не знал, он умер до моего рождения. Самуилом звали его, поэтому мое имя тоже Самуил. И я имею двух братьев двоюродных, которых тоже именно Самуил призвали. И они каким-то образом с Белоруссией, с Западной Белоруссией, на границе с Польшей, перебрались в Ростов-на-Дону, жили в Ростове-на-Дону. В благоустроенных квартирах, у всех были квартиры, разные, двухкомнатные, трехкомнатные. В общем, жили они все нормально. Это мамина родня. Да, у маме было 5 сестер и 3 брата. Вот они все жили в Ростове-на-Дону. И мама с ними общалась, естественно. Они, видимо, ей помогали какое-то время. И она вернулась в Смоленск. И мое детство началось из Смоленска. А как мама оказалась в Смоленске? В Смоленске, я когда переехал с мамой, я уже там жил в Смоленске. А мама почему жила в Смоленске? Папа у меня жил в Смоленске. Это, видимо, его была родина. Потому что я вспоминаю, когда началась война, то мы уехали на 50 километров от Смоленска. Так нам сказали, 26 июня надо покинуть всем неработающим Смоленск и уехать, потому что ожидается массированный налет немецкой авиации. И мы все семьей на машине грузовой уехали в Монастырщину. И я понял о том, что это родина была моего папы. Так давайте немножко поговорим сейчас о бабушке с дедушкой. Расскажите, пожалуйста, про, значит, дедушка с маминой стороны рано умер, а бабушка? Значит, дедушка с маминой стороны, я его не знал, Вердомицкий, Самуил звали его, это дедушка. Бабушку я знал, Дора Давыдовна, по имени-отчеству бабушка. Она была сравнительно так крепкая еще, невысокого роста. Она приехала в Смоленск помогать своей дочери, маминой сестре родной, с дочкой.
У нее родилась дочка, 2 года было дочке. И вот бабушка приехала, помогала. И когда началась эвакуация, бабушка с нами вместе, потом это дальше я расскажу. Да. А где бабушка родилась? Вы знаете, И мне трудно дедушка? сказать, где бабушка родилась. Я думаю, что они все прожили в Вердомиче. Это район такой, Вердомичи. Видимо, фамилии оттуда наши, вердомицкие. Я находил на карте закрытой, у меня была карта закрытая, я находил это место. Это где-то район Скидаля, это где-то район, ну, недалековато, будем говорить, от Минска. Это, видимо, где-то с тех мест. А точного места жительства я так и не узнал в отношении маминой. Папина бабушка, она жила в Смоленске. Домик был отдельный, старенький домик, погасившийся в районе рынка Заднепровского в Смоленске. Это бабушка. А дедушка жил где-то в другом месте, где он родился, я не знаю, но дедушка, насколько я знаю, сестра мне рассказывала, что у него была лошадь. Он возил на этой лошади разные вещи. От жильцов там какие-то там. И как-то он повез моего папу в тюках наверху. Так сестра рассказывает. Версия такая. И папа упал. Упал на спину. Отец был у него очень строгий. Он боялся папе сказать о том, что он упал, и что ему больно. Он пролежал какое-то время, и в результате у него вырос горб у папы. Так внешне он был крепкий. Где он учился, я так и не узнал. Он грамотно писал, письма писал мне с Орска, когда они эвакуировались, а я жил в Ростове-на-Дону в этот период времени. Поэтому сказать, умер он в 40-м году, дедушка. А бабушка осталась. И осталась она в результате во время эвакуации, оккупации. Ее папа мой забрать не смог. Я потом расскажу дальше эту историю. Вот что я узнал о том, как бабушка и как дедушка. Вот все, что я знал о них. Ну, что еще? Про папу с мамой. Про папу с мамой. Значит, папа 96-го года рождения, мама 1904 года рождения, умерла в 94 года мама. Вот здесь, в Америке, приехали, мы вызвали ее сюда. Ну, вот что я мог знать об этом. Других сведений у меня так и ничего не осталось. Чем занималась бабушка? Бабушка есть бабушка. Она, я помню, делала мне хануки гель. Это было принято во время хануки давать какие-то деньги. 3 рубля. Я помню. Что мне нравилось, потому что денег у нас не было никаких. Вот все, что я знаю о них. Как звали Где маму? папа учился, я так и не узнал. Где мама училась, тоже я не узнал. Что она закончила, что папа закончил, так я не узнал этих вещей. Папа работал на какой-то простой работе. Ну, какой простой работе? Служащий. Склады там, что-то еще у него были. Постоянные командировки. Почему постоянные командировки? Видимо, он решил за командировочные расходы сэкономить какое-то количество денег. Поэтому он без конца ездил в командировки. И я о нем поэтому ничего таки не узнал. Пытался я узнать. Ну, ходил в баню с ним вместе. Пытался узнать, он был болен.
что-то мне рассказывал, я сейчас не помню, о чем он со мной беседовал. Все. Игрушек у нас никаких не было, помине. Игрушки я собирал сам. Я ходил по дворам, по складам. Я жил беспечный образ жизни, вел себя с утра до вечера. Вот это было мои занятия. Мама на меня не обращала внимания никакого по существу. Она носила мне бутерброды на улицу, когда я близко находился от дома. А когда я уходил, конечно, я был не засыгаем до нее. Но она тоже грамотно писала. Она была симпатичная женщина. Она какое-то время перед самой войной буквально стала заниматься общественной работой. Ей домоуправление поручало работу, она была свободная, она активно занималась, что-то носила, что-то давали, какие-то вещи, что-то да кому-то что-то приносила. Вот это о маме, что я помню. Но все остальное дальше я буду говорить об этом. А расскажите немножко о жизни в Смоленске до войны. Значит, жизнь у меня была обеспечена, я бы сказал. Я по существу ничем не был занят до начала учебы в школе. Я все время проводил на улице. Я ходил куда хотел. Никто за мной не смотрел, никто меня не ругал, когда я приходил поздно. А мне приходилось ходить пол Смоленска, я обошел, объехал на трамваях, на автобусах, я не помню. Естественно, денег-то не было, я, как говорилось, канал без денег удавалось Зайцев проезжать. Я помню такие вехи смоленские. Я могу их перечислить, особенные, важные. Значит, во-первых, я увидел смерть детей. Два мальчики и девочка ехали на санках. У нас так называемая, рядом с нашим домом, улицей, гора Соборная называлась. И сверху собор, знаменитый собор, церковь старая, она реставрирована, она была музеем. И даже там как-то обнаружили захоронение, выставили его возле дома, и мы с ребятами ходили, смотрели останки. Она не была закрыта, только выкопали ее. Это была такая соборная гора. И вот эти дети ехали вниз. Дорога проходила дорога внизу, в нижней части. Пересекала этот поток. И они попали под воду и насмерть при мне. Я в это время находился там, на этой самой горе. Вот это я узнал самого, как говорится, рано. Какие еще вехи были на моей... Значит, в третий класс я перешел. Я шел по улице Советской в центре. А по улице Советской трамвайные пути проложены сверху вниз. А сверху театральная площадь, это был самый центр. И ночью, после 12, закончилась постановка в театре. И люди облепили последний трамвай, который должен был спускаться вниз. И будучи, когда я шел по улице в магазин рано утром, в 7 утра или сколько-то было, не помню, я увидел лежащий вагон трамвайный. Я не придал значения и не понял, почему вагон лежит на рельсах. Тишина, никто не ходит, никто не ездит, ничего не видно. Ну, прошел, вернулся, магазин так я не открылся. А вечером я узнал о том, что вот это случился случай. А что произошло? Имеется в Смоленске, в Витебске, в гористых местах трамвайные пути, которые проложены сверху вниз.
И что опасно, то, что тормоза выходят из строя, и трамвай начинает крутиться, вертеться на эти самые, и выходит из рельсов и падает. Вот так случилось с этим трамваем. Люди погибли в трамвае, рядом с трамваем. Когда поднимали сам трамвай, то нашли людей по трамваям, погибшие. Это я уже узнал вечером. Вот такая была веха. Что еще? Какие достопримечательности? Смоленск огорожен стеной крепостной. Имеется бойница, имеется стена. Много сейчас сохранилось, а много было разрушено. И недалеко от нашего дома, где мы жили, а мы выходили как раз к этим самым больницам, к стене нашей улицы. И мы с ребятами, с которыми мы... Я помню, мы увидели перед домом, перед больницами, перед крепостью, какие-то кучи вещей. Обувь какая-то, там что-то еще, одежда, там куртки. Оказалось, что в этих стенах жили греки. Было очень много греческого населения в Смоленске. И их каким-то образом обнаружили. Кто-то обнаружили, подсказали милиции. Милиция всех их увела. Все оттуда повытаскивали. Что они делали с этими греками, куда они их переселили, мы не знаем. Вот такой был, значит, момент, который нам удалось это увидеть. Что еще? Ну, учитывая, что я мотался по городу, были праздники, День авиации, и я с своим другом, который старше был меня на 1 год, мне было 6 лет, ему было 7 лет, и мы пошли пешком к аэродрому. Далеко нужно было идти. Мы добрались до аэродрома, смотрели представление парашютистов, там все, вернулись голодные. Где-то яблоко покатилось, мы его съели по дороге. Вот такой был случай с этим. Что еще было у меня? Мы собрали с этим другом деньги и поехали на поезде в пригород. А так называемые были маевки. Май месяц маевки – это люди, которые выезжают за город отдыхать. А мы поехали собирать ягоды. Ходил я бедно одетый всегда. До школы я ходил в трусах и в майке только, и тюбетейка была. У меня не было ни костюмов, ничего. Я вспоминаю, как папа однажды приехал с командировки, привез костюмчик. И говорит моей маме: вот я привез костюм сыну, посмотри. Какой, говорит, этот костюм? Это белье детское. Какой это костюм? Пижамка, трусики. Вот такая у меня была одежда все годы. И во время эвакуации, это дойдем до этого времени. Вот этот момент. Ну, там каких-то случаев, конечно, было очень много других. Я сейчас не припомню. Но полно впечатлений, конечно, от этого. Что еще могу сказать? Ну, собственно говоря, приходил я домой поздно, иногда в 11 после. Когда приезжали с поезда, я пешком шли. Уже денег на дорогу у нас не было на этом поезде. Мы прошли где-то километров 15, наверное, 12 пешком с своим другом. Мы не знали дорогу, нам подсказали люди, которые там под дождем сидели, стояли с зонтиками. Дождь в это время пошел. Ну, вот так, по существу, вот такие моменты у меня были. Скажите, пожалуйста, а
Что касалось еврейской жизни в Смоленске до войны, что вы Значит, можете значит, сказать про это? Значит, что было? Дискутировался вопрос определить меня в еврейскую школу или в русскую. Видимо, мама моя настояла на русской школе. Папа был верующим, он молился, у него были все принадлежности для мольбы. Он не скрывал этого. Он хорошо знал идыш, еврейский язык. С мамой они беседовали на идыш. Тогда, когда нам не надо было знать. Но мы уже знали отдельные слова. И когда мы их высказывали, они удивлялись неожиданность от нас. Потому что мы вроде бы не знали, считалось. Оказалось, что мы знали что-то. Я, конечно, знал очень много слов еврейских на идыш, много слов. Но так я идыш и не выучил. И когда мы ездили в Израиль, там, естественно, спрашивали, мы знаем идыш или нет? Я говорю, нет, мы не знаем. Что нужно было с ними беседовать на идыш с работниками таможни в этом самом, в Израиле. Что мы в синагогу мы там не ходили, в Смоленске. А когда я уже пошел учиться в Ростов-на-Дону, в институте, то родственники знали еврейский язык, они ходили в синагогу, они брали меня с собой. Еще спрашивали, кушали что-нибудь или нет. Я отвечал, что ты пирожок съел или что-то в таком духе. Смеялись надо мной. Вот, это было мое познание синагоги, познание еврейства. Чтобы меня угнетало это отсутствие религии, я бы не сказал. Я не испытывал никаких неудобств. Я не испытывал грубых слов еврейской национальности в отношении ко мне. Как правило, но были отдельные случаи, из-за которых мне приходилось даже драться, защищая себя. Вот, значит, а так нас отучил Сталин от этих всех дел. Он не признавал никаких религий, ничего он этого не признавал. Ничего этого не было. Поэтому ничего, так все это прошло. А у родителей были друзья евреи? Еврейские друзья? Родители, у них были какие-то друзья, наверняка. Но я не могу сейчас вспомнить никого из друзей их. Никого не могу вспомнить. А какая у вас была квартира в Смоленске? Где вы В жили до Смоленске войны? мы жили на улице Металлистов, в двухэтажном домике, небольшом, на 4, 5, 6 семей, не больше. Под домом был проезд, и мы мальчишками играли, выкапывали на тротуаре, там тротуара не было, песок обычный, закрывали петлю, если кто-нибудь наступит, мы там дернем, там, где проезд был, там ворота были. Ну, я не помню, что кто-нибудь попадал в эту петлю, но были такие игры, не детские, конечно. Двухэтажные, да. Значит, было 2 квартиры рядом с нами. Одна наша и одна соседей. У нас было 4 человека в семье. И там было 4 человека. 3 парней и мама. А у нас я, отец, мать, сестра, и вот у нас были. Значит, общая кухня. Без удобств. Воды не было. Отопления не было. Топили печками. Вот такой был дом. И когда я был в командировке в Смоленске, уже взрослым, я пошел посмотреть. От этого дома осталась какая-то коробочка маленькая. Что-то осталось там, с камней сделано.
все было разрушено. Другие дома я не смотрел, не помню. Улица грунтовая, она в центре считалась Смоленска, с правой стороны откос. И сверху шла улица, она выходила на нет. Там пандусом поднималась кверху, и там дома были какие-то. Это было рядом с нашим домом, где я ездил на лыжах, спускался там сверху или сбоку. Вот это я помню, это было место. Так как я был из бедной семьи, то у меня не было лыж хороших, какие-то палки, не палки. Не было коньков у меня, не было велосипеда у меня. Ничего мне не покупали. Однажды пошли в очередь купить велосипед. Он по очереди не достался. Мне распродавали эти велосипеды. Так я не научился, будучи во взрослом виде, когда я уже был. Тогда только я научился ездить на велосипеде. Потому что были бедные. Уходили деньги в основном на питание. Я не помню, какое у нас было особенное питание, но если когда-то появлялись шпроты, это был деликатес. Это было очень редко, когда папа приезжал. Очень любил я сладости в детстве. Вот это я помню. Папа прятал от меня в чемоданах, закрывал замки. Я все открывал, все доставал. У папы 2 брата родных. Один брат жил на Урале, в Орске, Оренбургская область, это Южный Урал, рядом с Казахстаном, а другой в Средней Азии, Таджикистан. Тот работал на какой-то хлопчатобумажной фабрике, и какие-то вещи он присылал, видимо, во время войны. Они прислали телеграмму, когда мы уже убежали из Смоленска, бежали. Мы добрались поездом до центра России. Папа позвонил, направил телеграмму, молнию, одному брату и другому, и сразу получил ответ, молния. Приезжайте туда, приезжайте туда. Папа с мамой решили ехать на Урал. Там ближе было ехать, чем в Средней Азии. Таким образом мы оказались во время эвакуации на Урале. Вот эта страна. Я хотела еще немножко поговорить о жизни в Смоленске. В какую школу вы ходили? Как Значит, там было? Про сестру Там была расскажите. десятилетка, школа номер 11. Где-то рядом с нашим домом была эта школа. В этой школе не сохранились никакие документы. Все было разрушено, все было потеряно во время войны. И когда мне надо было давать паспорт, то мама написала письмо в Ростов-на-Дону, где я родился. Оттуда прислали ответ, что у них тоже не сохранились данные моего рождения. Но указали мое имя и отчество — Самуил Мелехов. Так я и шел, Самуил Мелехов. То, что прислал ЗАГС ростовский из Ростова. Вот таким вот образом я получил паспорт. 16, сколько мне там лет было. А как мы жили? Ну, жили мы в Смоленске. У нас было пианино. Но больше ничего, кроме пианино, не было. Был стол, были стулья, были кровати. Какие-то кровати были. Был шкаф в спальной комнате в нашей, там, где мы были. Сверху какие-то секретные данные прятали от нас. Я, конечно, находил все. От меня скрыть невозможно было ничего. А там было не то, что порнография, но это старое было издание, там женщины в таком виде были, там, я не знаю. Все это интересовало меня в то время. Диана, сестра, она была очень успешная.
Она играла на фортепиано. Вот это пианино. Она была лучшей ученицей в школе, лучшей ученицей в городе Смоленске. И ее и еще подружку, еще одну девочку в другой школе отправили в Москву в училище учиться. И они уехали. А на следующий день началась война. Сразу телефонные звонки, сказали, немедленно возвращайся. Ее отправили из Москвы, она вернулась в Смоленск, сестра. Она была очень успешной, она преподавала, закончив музыкальное училище, преподавала музыку детям разных родителей, состоятельных или нет. Ее очень уважали, считали, что она педагог классный. И она получила благодарность от Фурцевой, будучи министром, когда она была. И какое-то удостоверение, и какой-то значок, я не помню. А Вот. какое музыкальное училище она заканчивала? Она заканчивала Ростовский Ростовский. Да, Ростовский музыкальное училище. Там, да. Она и поехала учиться в Ростов-на-Дону. Там жила моя тетя. У тети трагическая судьба. Я потом расскажу, когда началась война. Она отправила свою дочку в Смоленск, под Смоленск, город Рудня Смоленской области. И в этой городе Рудни жила семья, состоящая из 4 человек. Отец, мать и 2 девочки. Девочки были по возрасту чуть старше меня. Им где-то было 13-14 лет, когда началась война. Мне было 12. Этой Энночке, Ангелина, у нее были голубые глазки. Отец Грицай, русский отец был. Его призвали в армию. И был случай, да, до меня дошел: оставьте ваши еврейские штучки, он заявил где-то там. А тетя возмутилась, сказала, я с тобой больше разговаривать не буду. И очень долго она с ним, видимо, и не разговаривала. Она так была возмущена, что это антисемитские такие высказывания. Оставьте ваши еврейские штучки. Вот так вот он выразился со злостью. Так ответил. Он, видимо, пропал. Она осталась одна в результате. Семья-то вся погибла в этой Рудне. Во время... Они пытались уйти. Их задержала полиция немецкая. Вернула обратно в свои дома. А девочку хотели соседи забрать. Она не похожа была на еврейку. С голубыми глазками. Она отказалась, видимо. Ее тетя, дядя не препятствовали, забрали с собой, и она так с ними вместе и погибла. Жалко было вот их. Я об этом тоже пытался узнать. Я, будучи в командировке, хотел еще раз узнать. Я услышал это от своего дяди, который был в Рудне, который рассказывал о том судьбе этой семьи. Я еще, будучи в Израиле, все собирался, так и не собрался в Яд Вашем сообщить данные о них. Так и не сообщил, к сожалению. Так они и неизвестны в Яд Вашем, от семья. Ну вот, что, да, ну как, что. А как вы учились? Хорошо, плохо? Учился я средне. Значит, 4 класс я закончил с 4, с 5-4. Мне подарили книгу «Мальчик из Урзума» о Кирове. Я эту книгу с собой таскал везде и всюду. Эвакуация, книга была со мной. Читать я не умел, не любил. И сестра моя, как-то она прочитала во время войны про Дуэля Беляева, голова профессора Дуэля.
И я, когда прослушал, я хотел знать дальше. А теперь говорит, читай сам. И после этого стал читать, запоем. Я брал книги какие угодно. Вместо того, чтобы готовиться к экзамену, я книги читал. Я страдала, учеба моя в институте в результате этого. Поэтому это была черная полоса у меня в моей жизни. Но, слава Богу, все это закончилось, естественно, со временем, когда я уже стал на ноги, женился. И я называю свою жену, что она меня спасла. Что она... У меня не было девушки никакой. Вот это было почти единственное, с которой я познакомился случайно. Я поселился в доме во время, после войны это было, учеба, 3-й курс занятий. Помогли родственники найти мне жилье, а я без конца менял. Общежитие мне не досталось, потому что я шел вторым потоком, первым потоком все были в общежитии, а второй поток не всем достался. Поэтому было очень сложно у меня в связи с этим. Мне платили какие-то деньги небольшие, институт за то, что я снимал это жилье, угол, как называли в то время. Вот таким вот образом я так и учился. Это уже следующий этап моей. Да, это следующий этап. Последний вопрос, который я хотела вам задать. Вот до войны, когда вы были, ну, в общем, мальчиком еще маленьким, какие-то еврейские праздники вам запали в память? Что-то отмечалось дома? Я единственное помню Хануки делал. Все, больше не помню. Вот Хануки я помню. И все, что было связано с Ханукой, вот это, видимо, я запомнил. Вот когда я стал отвечать, приехав сюда, в Америку, мы попали в Хануку, как раз в это время были. Мы приехали в феврале месяце сюда. Это как раз февраль, март, апрель. Это время праздников еврейских. Вот попал я на эту Хануку. Где-то отмечали праздники. Вот я уже стал познавать только, находясь здесь, в Америке. А там раньше не было. И среди моих друзей были и русские, были и еврейские мальчики. В основном у меня были еврейские парни. В Смоленске. В Смоленске, да, был еврейский парень. Я его искал, найти его, естественно, не смог. Это невозможно было найти его. Так что жалко. Я очень привязчив был к друзьям. Но это был загадочный друг, который все рядом со мной делал, абсолютно. Он со мной соглашался, не соглашался. Находили удовлетворимые решения всегда и всюду. В результате все было отлично у нас. Вот это очень важно, иметь таких друзей. К сожалению, таких друзей, уже будучи взрослым, были друзья, но таких, как я помню с этим мальчиком до войны, таких у меня не было, даже будучи здесь. Все были приятели, все были вместе, отмечали праздники, поездки, все. А в результате ничего, так сказать можно. Скажите, пожалуйста. Окончание всегда было несколько необычных, как будто ничего не происходило. Вот такие. А еще вот в Смоленске какие-то традиции, ну вот вы сказали Ханука, больше ничего дома не отмечалось? Пасха? Вы знаете, дома мы не отмечали ничего, потому что папы на празднике никогда почти не было. Он приезжал когда-то в какие-то необычные дни. И чтобы собраться в семье, у нас бывали, когда он приезжал,
что-то привозил из еды. Какие-то сладости. Знал, что вот это я люблю сладости. А еды особые, чтобы сказать, покушать с наслаждением, такого я не помню. А где покупали еду? Вы знаете, магазины на рынке. На рынке. Да, на рынке. Мама ездила на рынок. И во время войны мы вырастили кабана. Большого кабана. Мама продавала мясо и сало на рынке. Он спасал нас всю эту войну. Это вот какой-то период, когда был кабан, и какой-то период, когда присылали урек, изюм, кишмиш и так далее из Средней Азии. Она его отпаривала, чтобы по весу было, выглядело подороже, чтобы это было, и продавала на рынке. И некоторые разбирались, говорили, что-то вы такие, размазня какая-то продаете. Высказывали, покупали, но высказывали. Это было при мне. Я, конечно, стыдился этого образа. Значит, как мы питались? Значит, папа носил бетоны большие с очисток после столовой, которые оставались, до кабана. Но вот, это во время войны. А в Смоленске... В Смоленске все было с рынка в основном. Я знал, что мама поехала покупать масло. Мне было 3 года. И мама пошла пешком. Примерно 1,5 километра от дома. За Днепровский район, и там был рынок. А перед этим она говорила, что надо купить масло моей сестре, видимо. Я это услышал. И когда она меня посадила во дворе с соседом по фамилии Гольдин, сказала, присмотрите за ним, он свободно? Да, пожалуйста, посмотрю. Естественно, я удрал и пошел ее искать в 3 года. И представь себе, я ее нашел на рынке. Я пошел там, где масло продавали. Вот это была находка для меня. Это было неожиданно для мамы. А так она уже привыкла к моим неожиданностям, когда я где-то болтался. А чтобы какие-то были деликатесы, я не помню, кроме шпрот. Вот все, что я помню из деликатес. А были на самом деле шпроты в то время или нет, я до сих пор сейчас не могу вспомнить. Я думаю, что все-таки были, наверное, рижские шпроты. А все остальное с рынка: масло, мясо, овощи, фрукты. Да, там дешевле было, чем в магазинах. Естественно, в этом самом, на рынке. Там иначе не выживешь. Только так и надо было ей действовать. Ну, так это все это было. Ну, теперь давайте про самое страшное, про начало войны, Значит, эвакуацию. Я услышал начало войны. Я не помню, где я в это время находился, но где-то вне дома. И когда я услышал по радио, у нас громкоговорители стояли вокруг, что началась война, бомбили, Киев бомбили, что жертвы есть и так далее, и так далее. Мне это было несколько необычно, непривычно. Потом безоблачная жизнь была. Никаких потрясений у меня не было. А вы не знали, что война уже идет в Европе? Я знал, что уже идет война, да. Потому что это было 22 июня началась война, и передавали 22 июня бомбили Киев. Уже перешли границу немецкие войска. А то, что мы же были немецкие войска... близко.
Мы были близко от границы. Смоленск, Минск, Брест. В Бресте была война. Уже там были немцы в это время, буквально на третий день или четвертый день. А Брестская крепость, они обошли эту Брестскую крепость, там воевали в Брестской крепости, они все прошли мимо. Какой-то контингент оставили, который там боролся с нашими военными в этой крепости. Это вот я потом узнал об этом из фильмов, из книг. Это был тяжелый, очень был тяжелый период. Вот началась война. А дальше началась трагическая судьба. Значит, что получилось? 26 июня, на четвертый день войны, было объявлено по радио: жители Смоленска, пожалуйста, уезжайте за пределы Смоленска. Ожидается массированный налет немецкой авиации. Будут бомбить, обстреливать Смоленск. И тетя моя, родная сестра моей мамы, она работала в облсуде, машинисткой. Она была в курсе дела, всех военных дел. Она организовала приезд к нам домой 2 подвод. 2 подвода, груженные мужчины какие-то там, погонщики в этих были. С тем, что мы смогли уехать из Смоленска. И мы сели в эти повозки. Мама, сестра и я, нас трое было. Бабушка и сестра двоюродная моя, дочка моя тетя, которая машинистка была. Она нас провожала, и мы уехали в этих подводах в Монастырщину. 50 километров. И когда мы были уже на границе Смоленской области, началась стрельба громкая, зенитки стреляли, пулеметы стреляли. Шум был неимоверный, самолеты, прожектора. Было, я помню, страшновато мне, мальчишки. А перед этим начали строить теплушки в земле, убежище в случае бомб. На улице буквально вырывали, оборудовали скамеечками и так далее, до верха, ямы. Землянки. Да, вот эти землянки делали. По всему Смоленску это все делалось. В том числе это было и там, где мы проезжали мимо. Проезжали мимо дом высотный, 9 этажей, наверное, в этом доме было. Это редкое явление. Таких домов-то и не было в Смоленске. На обратном проезде его этого дома не было. Буквально вдоль дороги этот дом. Бомба прошила его насквозь. Фугасная бомба, сильно большая бомба была. Но где был не папа? Только это было. А папа где был? Папа в это время находился под Минском. Значит, у него какие-то были склады. И он был за что-то ответственный. И он туда ездил в командировки часто. И ему надо было поехать, когда началась война. И он поехал. Но добраться до них он не смог. Там уже орудовали немецкие диверсанты, немецкие войска, гарнизон какой-то уже там, стрельба была. И он стал бежать обратно, прятался обратно на полях. А там, если военные появлялись, и сверху видно с самолетов, что военные, они начинали бомбить сразу военных. И он боялся, что рядом с ним какой-то военный, старался где-то убегать в сторону. И он, в конечном итоге, ему удалось перебраться, и он нашел нас в Монастырщине.
Он попал к тете, она ему рассказала, где мы находимся. И он поехал туда. А обратно он же на машине приехать не смог. Нас вывезли через 10 дней. Это был 6 числа или 7 числа июня месяца. Мы оттуда вернулись на этой грузовой машине. Мама, сестра, бабушка и девочка вернулись в Смоленск. А на следующее утро они появились возле дома, пришли в дом. Они прошли пешком. У мамы было растяжение связок на ноге. Она хромала, с какой-то палочкой шла. Вот в таком состоянии она пришла к нам. А когда началась катавасия, что надо бежать из Смоленска, то получилось так. Папа мой и я вдвоем поехали к себе домой. Там мы жили внизу, если называть внизу, это было наверху, внизу, ближе к реке, к Днепру, там, где проходил Днепр, там, где мы жили. И вот мы приехали домой, зашли в квартиру с папой. Он стал возиться, что-то там делать в комнате, в квартире. А я вышел во двор, стал искать друзей, никого не нашел. Никого там не было, никого не было. Я вернулся. Папа мне говорит, возьми чемоданчик, маленький чемоданчик. Я отказался почему-то брать его. Потом я пожалел, зачем что-то я отказался взять. У нас ничего такого не было. И вот мы с ним вместе возвращаемся там, где жила тетя. Они жили в новом доме. Пятиэтажный дом, видимо, был новый. По лестнице спускается мама, сестра, тетя, бабушка, девочка с вещами какими-то, с чемоданчиком. Папа спрашивает, а куда ты уходите? Как куда мы? Последний эшелон уходит. Надо успеть на эшелон. А как же у нас бросили? Я не помню, что мама ответила папе. Он говорит, я никуда с вами не поеду. У меня мама здесь. Я не могу оставлять ее. Надо ее вывезти. И мама запротивилась, сестра то же самое и я. Сказали, нет, папа, мы без тебя никуда не поедем. Короче говоря, уговорили. Взяли этот чемоданчик. Я нес его, папа нес его. И мы трамваем добрались до эшелона. Давайте сделаем маленькую остановку. Кат. Итак, вы уговорили отца поехать вместе с вами. Что? И что было дальше? Что было дальше? Значит, и вот мы уговорили папу. И мы поехали трамваем. Мы приехали на вокзал. Действительно, стоит эшелон под парами, если можно так сказать. Теплушки, платформы. На платформах техника военная, пулеметы какие-то там, что-то. Теплушки. Стали идти вдоль теплушек. Проходили по вагону. Нигде места не было для нас. Спрашивают, сколько вас? Мы говорили, нас 6 человек, там сколько было. Нет, такого количества мы не можем принять вас. Дошли до какого-то вагона, где нас приняли. Мы все зашли в этот вагон. На полу сидели. Скамеек ничего того не было.
там сено было, что-то еще там подстилано было. И буквально в скорости поезд двинулся. Эшелон. Шел он медленно, по дороге ее бомбили. Не столько наш поезд, сколько поезд, идущий впереди нас. Разбомбили его в пух и прах. Вагоны стояли выбрасываны справа, слева. И мы как-то обошлись. Как-то проскочили. Единственное было, значит, это бомбежка. А потом где-то поезд остановился на бреющем полете самолеты, обстреливая людей, которые бегали по полю, буквально на бреющем полете. Мы где-то прятались под вагоном, я помню, далеко не уходили. Мама побежала, осталась жива, побежала куда-то в глубину, потеряла обувь по дороге, в общем, короче говоря. Потом она нас бросила, сама убежала, на удивление. В конце концов, поезд сдвинулся с места. И мы попали уже днем, под вечер, наверное, в центр России. То ли это Мичуринск был, то ли какой-то другой город, сейчас я не помню. Папа дал телеграмму своим братьям двум, получил ответ телеграфный, того самого молния. Приезжай к нам, приезжай к нам. Решили ехать на Урал. Там, где мой дядя был заместителем управляющего крупнейшим трестом в Союзе. Южуралтехстрой, это был один из самых крупных трестов в Советском Союзе. И там был управляющий трест, а потом его сделали министром этого министерства. Агеев фамилия была его. А вот дядя был замдиректора. Ну, видимо, замдиректора – это хозяйственные дела, наверное, я так понимаю. Но он где-то промочил ноги во время зимой, в лед попал, заболел и с скоростью умер. Там, в Орске, этот дядя. А вначале мы жили у них дома. У них была хорошая трехкомнатная квартира на берегу реки Урал. Мы у них там часто бывали. Когда приехали, у них все было и с едой. Мы поели, там все было. Мы голодные были всю дорогу, когда мы ездили. Вот так вот мы с ними вместе были. А каким-то образом моему дяде удалось через исполком, через какие-то органы добиться две комнаты в четырехкомнатном одноэтажном домике, без всяких удобств, без воды. С одной стороны вход, и с другой стороны вход, с торца. Там две комнаты, здесь две комнаты. Мы две комнаты были у нас. На самой горке в Орске. Дом был деревянный, простой, с печным отоплением. Чуланчик какой-то был там. Туалет на улице, огорожен был. Территория была огорожена большим забором, большую территорию занимал. Вот так вот мы в этом самом доме оказались. Были какие-то кровати, ржавые или нет, железные. Какие-то чуваки поселили, и так вот мы ночевали там. Ну, постепенно, наверное, и просто не появлялись, наверное, что-то, наверное, подушки, что-то добавлялось там. Это я уже не могу сейчас вспомнить. Я только помню, что были всегда голодные. Но вы знаете что? Я не страдал от этого. Во-первых, я в детстве мало кушал. Я убегал от обедов, от завтрака, от всего. Мама носила бутерброды, я их брал, иногда их не брал. Вот так у меня проходило время. Так что для меня это не было проблемой что-то не докушать, что-то не доесть.
Сестра несколько иначе. Она делилась с соседями, им что-то приносила, они что-то ей приносили. Я на это не обращал внимания. Я зачитывал книги с ее позволения, как говорится. Она меня втянула в чтение, в читабельность, если так сказать. Я был подготовлен уже к этим книгам, ко всем. Ну, вот все это вредило мне, конечно, в учебе. В школе у меня не было одежды, у меня не было костюма. У меня были какие-то брюки, потрепанные, видимо. Была какая-то гимнастерка, и все. И представьте себе, выпускной вечер. Должны давать аттестаты зрелости. Закончили школу. Я сказал, я не пойду в таком виде на вечер. Маме. Мама стала, побеспокоилась, позвонила моему двоюродному брату, который старше меня был на 8 лет примерно. Меньше меня был немножко ростом. Попросила дать какую-нибудь одежду. Пожалуйста. Пускай приходит, одевается у меня. Я пришел, как-то приспособил на себе эту одежду и пошел на вечер. И меня учителя, которые стояли у входа, приглашали абитуриентов, не узнали, кто я такой, откуда я взялся. Одна у другой спрашивает, кто он такой. А я прошел себе, не обращая внимания. Ну, конечно, какой там вечер. Я где-то отдельно сидел, там отдельно танцевали, гуляли. Там местные жители жили, дворские в основном. Там же не было приезжих, как я оказался. Вот это было так. Например, мне приходилось со своими друзьями, ну, какие-то были друзья, временные друзья. С ними учился я, видимо. Однажды позвал к себе домой. Я пришел, а он сидит, обедает. А у него за обедом какие-то пирожки, какая-то сдоба со сметаной, так уплетает. А я сижу голодный, смотрю, как он кушает. Он не пригласил даже, и мама его, меня так и не пригласили. Вот так вот мне приходилось это все видеть. Вот такие были отдельные моменты. Но я не был ни на кого злым на это, не обращаю внимания. Я был я говорю, закаленный я был. Жизнь меня закалила. Закалила жизнь меня моим беспутством, когда я был маленький, до школы, когда я мотался по всему городу. Везде, где угодно я был, мне было не страшно нигде бывать. Я мог и на поезде поехать, и на трамвае поехать. Все, что угодно я мог делать. Так что вот такая жизнь меня приучила и к осторожности, и к беспутству, если можно так сказать. Вот так я прожил эту жизнь. Что касается дальше, значит, в Орске было, конечно, было тяжело. Надо было заканчивать школу. Я нигде на вечерах не бывал. Отдерживался, читая книги. Сестра моя уехала учиться в музыкальное училище в Ростов. Она побеспокоилась, пошла в институт железнодорожного транспорта. Нашла преподавателей, объяснила, что у нее есть брат, он хотел бы поступить к вам. Пускай приезжает, они ей ответили. И она мне написала, приедешь, когда поступишь в этот институт. Я поступил в этот институт, стал сдавать экзамены. Но это уже когда вы вернулись из эвакуации. Да. Значит, у меня еще вопрос про эвакуацию. А там, что вы скажете, там были еще еврейские какие-то люди? Был ли антисемитизм, когда вы были в Орске?
Значит, там антисемитизм был, конечно. В основном он был антисемитизм среди молодых. Со стороны старших я этого не чувствовал, не испытывал. А молодежь, молодые ребята, мальчишки, они высказывали и еврей, жид, и так далее, и так далее. Я начал драться с одним, а там милиционер, рядом с милицией это происходило. Он начал нас разнимать и говорит, я вас посажу обоих. Тебя за то, что ты болтаешь ненужное, а тебя за то, что ты дерешься. Я первый полез драться. Вот такие случаи были у меня. Были такие случаи, находясь, у нас были сады, типа детских садов. Дети, школьники посещали эти самые детские сады летние. И вот как-то вода вытекала из ручья, вытекала вода. Она вытекала, вода уходила. Я подошел к этой лужице, то ли руки стал мыть там, на выходе этой воды. А ребята какие-то увидели меня и заявили о том, что я руки мыл на ручье на этом самом чистой воды. Начали придираться, пытались побить меня. Это был самый настоящий антисемитизм с их сторон. Он стал проявляться во все оружие. И вот это я в этом убедился, находясь в этом окружении. А в этом окружении таких было очень много. Это были люди бессознательные, они не понимали, что они делают, как они выражаются, как они говорят. Видимо, их поощряли. Родители не делали им замечаний, или они этого не слышали. А я и другие ребята еврейской национальности стали подвергаться этому антисемитизму. Но это было за пределы нашей школы. Во время учебы в школе там такого, казалось бы, не было. У нас был военторг, военрук, мужчина, Рубинштейн по фамилии, Николай Михайлович. Знаменитая фамилия Рубинштейн. Он был репрессирован в Орск. Ходил очень бедно одетый. Тапочек какой-то был подвязанный веревочкой. В каких-то брюках ходил. У него пропали все документы, у него ничего не осталось. Ему надо все было пересдавать, он не мог принимать экзамены. А хоть он был очень грамотный, знающий человек, он мне очень много дал, этот преподаватель. Он мне дал в смысле учебы, в смысле познания предметов, особенно тригонометрию, которую я знал на отлично. Вот это значит антисемитизма. Конечно, процветал. Понимаете, это заглохший район. Это район казахи вокруг жили. Они были очень неряшливые. У них сено спали где угодно, все угодно. И мне приходилось... Как мне ее успокоить, я не знаю. Она Вот о вас значит, беспокоится. короче говоря, так мы прожили в этом Орске. Ничего достопримечательного там нету и не было. Была школа, где я учился. Была еще такая школа, видимо, еще одна. Потому что я сделал одну модель по тригонометрии. И он ее экспонировал, предложил посмотреть ученикам другой школы, дал мой прибор. Вот он приходил к нам. Он принимал экзамены у нас. Причем он принимал экзамен, как он понимал, а преподаватель нам по-другому учил.
И он посчитал, что я ошибся, неправильно излагаю что-то по математике. И он объяснял, мой преподаватель Рубинштейн тому, успокоился тот, в конце концов. Короче говоря, все было нормально. Закончил школу. Надо было ехать в институт. Из Орска уезжать. Там меня ничего не связывало в Орске, абсолютно. У меня не было ни подруг, ни друзей. Но были какие-то друзья, школьники, все. Но таких близких друзей не было. Я без всяких угрызений совести переехал учиться в Ростов, поступил в институт, стал учиться. А семья? Семья, папа с мамой остались в Орске. Они остались ночевать, воспитывать свою племянницу, девочку, моей сестре двоюродной, дочку. Она ее дала туда, она не могла ее оставить, брать с собой в Ростов. Она была маленькая, и они там с этой девочкой жили. А я, находясь в командировках, где бы я там не был, звонил своему отцу. Вот в частности, я позвонил, будучи в Рудне, хотел узнать, как погибла моя семья, сестра моего папы, с этой Ангелиной. Я позвонил, но не знал, я не смог дозвониться. Я не знал фамилию по мужу, как она считается. Я называл фамилию соседнего, откуда я звонил, называл фамилию местных жителей, которые жили до войны там. Они не знали. Я назвал фамилию, они говорят, мы такой фамилии не знаем. Я знал, что фамилия Турк была фамилия. Это потом уже я от отца узнал фамилию. Вот это был мой телефонный звонок, когда я дозванивался до Орска. Отзвонить было очень тяжело. Без конца телефон не работал, был занят, не занят. Я без конца звонил. Я не находил все места. Мне надо было знать, как они себя чувствуют, родители. Беспокоился всегда о них. Вот таким вот образом они закончили. И вернулись они в Ростов к сестре. К тому времени тетя моя умерла, папина сестра. У них была 2 маленьких комнатки в здании банка, жилой дом банка, там, где кто-то работал в этом банке до войны. Получил там квартиру. И там милиция стояла, то попасть нельзя было. Но я приезжал, называл себя, они уже привыкли ко мне, они пускали без пропуска меня. Я иногда поздно приезжал, будучи отсутствующий в Ростове. В общем, короче говоря, эта эпопея Орская закончилась, будем называть, благополучно. И перешел я в жизни в ростовскую жизнь. Так как квартиры у меня не было, у меня были комнатки, угол так называемый, я без конца их менял. Питался я впроголодь, если можно так сказать. Продавали сырки плавленые там в Ростове. Вот я сырок плавленый, чай с сахаром. И вот это был для меня и ужин, и завтрак, и ужин, и обед. Я уже не помню. Я обедал только находясь у родственников. Там их полно, у меня их было. Но я редко пользовался этими. Я стеснялся кушать у них у всех. Вот так что у меня такая была жизнь. По-прежнему я ходил очень бедно одетый. Мой дядька, мамин брат, в какой-то мере помогал мне. Он купил мне курточку, купил там рубашку, там брюки.
Короче говоря, немножко меня переодел. Я устал в институте более-менее как-то прилично одеваться. Но все равно я был белой вороной среди моего коллектива. Там все-таки были местные ребята, все, они были в благополучных семьях, нормальных, не попали, нет, они попали в эвакуацию. Ростов был занят и немцами, да. Они попали, да. Я не знаю, как они там выжили, как они вернулись. Я ничего о них не знаю. Вот это было так. А кто-то из родственников остался в Смоленске, в В Ростове? Смоленске никого не было. Значит, там, видимо, я встречал уже не в Смоленске, а, видимо, в Орске, то есть в Ростове, по фамилии Соркины. То ли это мужчина, то ли это женщина. Вот эту фамилию я запомнил. Эта фамилия была моей бабушки, девичья. Мамина мама, Соркина. Видимо, кто-то из минчан, то есть из смолян, жил там, когда-то жил там. Потому что это Моросейск 50 километров. Там же точно были родственники. Но я ничего не помню об этом периоде. 10 дней там я пробыл с ними вместе. А кто-то из родственников погиб во время войны в гетто Из или родственников под погибли. оккупацией? Вот погибла только эта семья одна. Эта семья только одна погибла. Да. А остальные уехали? Больше никто. Среди родственников маминых их много было. 5 девочек и 3 мужчин. Все остались живы. И все были в Ростове, жили. Ну, хорошо жили, плохо жили, но жили в Ростове. Некоторые были не очень устроены, я точно помню. А некоторые были более-менее устроены. Как-то приспосабливались. А во время войны они эвакуировались? Они во время войны были в разных местах. Они были в Новосибирске, большинство из них. Это я помню. Да. Но не всех. Я помню отдельных дядей и тетей, таких набиралось где-то 3-4. Остальные где-то они были, я не помню, где они были. Где папины были родственники. Но папины родственники, они все были на виду. Тетя была в армии, капитан медицинской службы военной, она служила в госпитале. Это тетя Аня, которая отправила свою дочку Ангелиду в Рудью, которая там погибла. Вот эта семья вся погибла. Погиб муж тети Ани, Грицая. Он погиб во время войны. Она его искала, она его не могла найти. А в гетто кто-то был? А? В гетто кто-то был? Кто? В гетто был кто-то из родственников? В гетто не было никого. Не было. Никто не оставался. Слава Богу. Да, слава Богу, никто не оставался. Да. А когда вы учились в институте в Ростове, там были еще еврейские были, юноши конечно, и девушки? Конечно, были. Мало их было. 1-2 человека, 3 человека, не больше. Еврейской национальности. Из приезжих были, да. Были. Но вы не чувствовали девочки никакого? Были. Ребят не было. А девочки были. Но антисемитизма школьницы. вы не чувствовали, да? Но я с ними не общался. Они меня не признавали. Они меня не признавали, потому что я был... Им казалось и
неразговорчивые, не общался с ними. Я сам был при себе. Я знал музыку. Я знал, увлекался классической музыкой. Я мог художественно свистеть. Причем я даже мог выступать со сцены. Но я побоялся пойти на сцену, чтобы не сорваться. А так, в быту я свистел во все. Я исполнял вторую рапсодию Листа. Работал по радио, выступал Лев Аборин, пианист Лев Аборин, я помню. И он исполнял на пианино. И я включил радио, и я играл, то есть я исполнял, что соседи слышали мой свист, но не слышали аккомпанемент. Поднимались на второй этаж, интересовались, откуда эти звуки издаются. Соседи в доме. А там была пристройка двухэтажная. Вот с балкона включен радио, я исполнял. Это вот мои были увлечения. И книги были мое увлечение. Чтобы сказать про учебу, за исключением тригонометрии, у меня не было особых призваний. Там что-то я очень быстро освоил этот предмет и сделал копию прибора автоматически, мог измерять функции какие-то. Ну, короче говоря, вот такая была работа. И ученики удивлялись, откуда я мог такое создать. Они не привыкли видеть. В то время как я слушаю выступление преподавателя. Он то же самое тригонометрию рассказывал. На доске нарисовал, написал. А теперь сделайте преобразование. Нужно сделать преобразование на другие функции, переводить и так далее. Все сидят и молчат. И я сижу, молчу. Смотрю на преподавателя, он смотрит на меня, молчит. Тогда я говорю: Николай Михайлович, может я скажу? Пожалуйста, идите к доске. Я вышел к доске и сделал преобразование, но не до конца. Он сказал: можно еще дальше сделать. Спасибо. Поставил мне 5 в журнале, я помню. Вот такие вот я давал свои знания, при которых у меня проявлялись. Но у меня гены были настолько закрытые, что я о них не знал ничего. Я о них только узнал, когда я женился на Рите. Ну, расскажите, где вы встретились? Значит, один из последних жилых массивов, куда я поселился, был дом. В этом доме была пристройка в центре Ростова-на-Дону. Двухэтажная пристройка. На первом этаже 3 комнаты, одна за другой, 3 подряд. С кухни выходишь, на одну комнату, там 3 комнаты. И жила пожилая женщина. Кто-то из знакомых, еврейка, из знакомых моих родственников, по всей видимости, подыскивали мне жилье. Знали, что у меня нет жилья. Я пришел с института, познакомился с ней, она сказала: находись, ложитесь, вот ваша комната 3, последняя, вот будете здесь находиться. Спасибо, я сказал. На следующий день или через день я пришел с института, занятий, днем, под вечер. За столом сидит моя жена, невеста. Симпатичная девушка, невысокого роста, но я не знал роста, она сидела за столом. Это потом я узнал,
что она невысокого роста. А я был высокого роста. Сравнительно. И я что-то стал ей рассказывать. Говорил, потом я стал пересказывать, прочитав статью, повесть в потьмах, которую мне рекомендовала моя двоюродная сестра. И я ей пересказал. Она молча слушала меня, слушала. В конце моего выступления, под вечер, мы стали договариваться с ней встретиться где-то. Опять встретиться. Она сказала, пожалуйста, приходите. Я стал приходить. Она в меня, видимо, поверила, хоть я и был невзрачно одетый, не очень приспособленный был к таким делам. И вот она, видимо, полюбила меня, мы прожили 73 года вместе. Потрясающе. Большой срок, конечно, да. А расскажите о ней, кто ее родители, чем она занималась, откуда родители, мама у нее была домохозяйка. Она не работала. Она была грамотная, энергичная женщина. Папа был у нее специалист по механизации. Работал на заводе, был начальником участка, потом его назначили начальником управления в Минск. Перевели в Минск, поменяли квартиру ростовскую на Минскую, и мы жили в этой квартире, пока они потом не вернулись обратно в Минск, когда он получил направление начальника управления. И Рита с ними вместе уехала. Это был 1953 год. А я 1954 год остался в Ростове. Я работал успешно в проектной организации. Меня там ценили. Я был очень энергичный. Они мне сразу дали общественную работу, которой я стал заниматься. Активно они стали признавать меня. Хоть я был новенький у них. Я познакомился с преподавателями, которые там были. Короче говоря, у меня все было нормально. А когда я спросил в отношении квартиры, мне сказали безрезультатно. У них нет фондов. Этот институт третьей какой-то категории. Рособлпроект. Это местная организация считалась. У них фондов никаких не было. И там работали люди, как сказал директор института, которые не имеют квартиры, работают много лет и стоят на очереди. Много лет стоят на очереди. Поэтому было бесперспективно. Я вынужден был уволиться и уехать в Минск. В Минске я быстро нашел работу. И стал сразу работать, сразу старшим инженером начали двигать меня по лестнице до главного инженера проектов. Я дошел, в общем, все было у меня отлично потом. Уже это были эти годы, когда я был на ногах, как говорится. А чем жена занималась? А кто жена по специальности? Она врач, детский врач. У нее был участок. Она ходила по участку, зимой и летом. Далекие участки были, в снегу приходила домой. Много лет тогда работала врачом на участках. Потом она стала заниматься лечебной физкультурой. Уже это было легче ей. Лечебная физкультура – это уже домашние виды работы. У нее все потом было нормально. Мне удалось добиться ее распределения в Ростове. Хоть ее отправили неизвестно куда и что. Ее предполагали отправить в Новосибирск. И написали, что там есть факультет педиатрический. А я
Решил проверить, есть там такой факультет. Выяснил, нету. Позвонил в министерство, там нету института. Куда вы посылаете? Они говорят, ну и что? Переучиться. Я говорю, нет, вы не можем согласиться. А как хотите? Я пошел в ЦК комсомола в Москве, будучи активным комсомольцем. И меня приняли в отделе молодых специалистов. Позвонили в это министерство и сказали, до каких это пор вы будете гонять молодого специалиста? У меня семья, а вы гоняете его по разным местам. Ради бога, мы его пришлем в Ростов, пускай ищет нашего министерства, любые организации. Я уехал, стал смотреть, какие организации, нашел, перешел в эти организации. Оказались не по специальности, фондов не было, зарплаты нету. Хотели мне сделать не техником, а младшим техником, по сантехнике. Это не моя специальность. У меня вопрос транспорта был, промышленного транспорта, совсем другая сфера. Я сказал, нет, я не поеду. А вы обязаны поехать. Я пошел к городскому прокурору. А тот сказал, да, конечно, вы должны поехать туда. Вы обязаны поехать, вы молодой специалист. Я говорю, ну я не могу поехать на постоянно, на временное поеду, в командировку. Нет, куда посылают, туда должны ехать. Нашел дурачка. Вон. Я пошел к районному прокурору. Тот меня выслушал, написал письмо в эту организацию, что они не имеют права меня отправлять без моего согласия. И я пришел в эту организацию и сказал, вот вам письмо. Прочитали. Ну, хорошо. Работайте, если можете найти себе работу. Не получилось. Мы вас уволим по собственному желанию. Хорошо, увольняйте. Они не имели права увольнять молодого специалиста, не проработавшего 3 года. А главный инженер института взял на себя эту ответственность и заявил, что уволят. Уволили. И я нашел себе работу, в которой прекрасно работал, до отъезда потом в Минск. Вот так, такая моя была судьба. Понятно. И вы уехали в Минск, где А? вы и жили. И вы уехали в Минск, где вы с женой жили все это время. Я уехал в Минск в 1954 году, 1954 году. Я когда проработал, и когда я узнал о том, что бесперспективно с жильем, я понимал, что я не могу снимать квартиру отдельно от семьи. Уже была жена, и уже был ребенок, и уже было 2 годика, они только переехали. Я не мог себе позволить это. И мне написали письмо о том, что ты не волнуйся, ты устроишься, в нашем доме живет бывший замминистра по специальности твоей, поговорим с ним. Ни с кем они не разговаривали. Я все решал сам, когда я приехал. Все сам, абсолютно все сам. Сам находил себе институт, 1, 2, 3. Совсем вел переговоры с директорами, с главными инженерами. Они меня принимали как специалиста, но зарплату высокую мне не давали. Они видели, что я мало работаю в специальности. Я получал где-то $1100, 100 рублей. Это была зарплата среднего инженера молодого. Пока не научился работать, чтобы получать намного больше, неизмеримо больше. Я уже прославился в институте московском своим отношением к работе, своими знаниями. Я им читал лекции, ездил в Москву, читал им лекции. Они удивлялись, почему с периферии приезжает, читает там лекции, как надо проектировать, как надо получать премии, за счет премии, что вы хотите. Они сидели без премии, без всего. Институт целиком весь. Но, видимо, давали какие-то премии, я не знаю.
Я их научил многому чего-то. А что вы проектировали? Мы проектировали промышленный транспорт железнодорожный. Значит, промышленный транспорт включает в себя железные дороги, автомобильные дороги, мосты и путепроводы, механизация погрузочно-разгрузочных работ на крупных металлургических заводах, канатные дороги, подвесные канатные дороги. Вот это был перечень объектов, которые давали в институте. Все это надо было в институте переварить, все эти. Но я проникнул с интересом ко всем этим специальностям, выбрал себе именно промышленный транспорт, проектируя в основном подъездные пути. Ведь Белоруссия пострадала очень во время войны. Все предприятия были разрушены по существу. Автомобильный крупный завод, тракторный крупный завод, подсветниковый завод. Все предприятия пострадали. Но не только сам Минск. Это пострадали все города Беларуси, все. И ЦК Беларуси обращалась в ЦК Союза с просьбой, чтобы они прислали министерства новые, заводы крупные построили. И они стали слать. Нет, в зависимости от того, есть экономическая целесообразность посадить этот завод там или нету. Просто чтобы занять людей. Большая занятость людей. А ведь люди не работали после войны. Они ездили с районов, продавали цветочки, семена цветочков по всей Беларуси. И в Союз ездили. Короче говоря, это все это легло на наши плечи. На плечи института Промтранснии проект Госстроя СССР. Он подчинялся Госстрою Союза СССР. И у нас были удостоверения, красная книжица, Государственный институт, Государственный комитет Совета министров СССР по делам строительства. Такой был документ, где можно было билеты на самолеты и так далее, туда. Но я никак не пользовался этим. Покупал билеты обычно по связям на железнодорожном транспорте, если надо было куда-то поехать. Основные поездки у меня были в Москву. По все поездки в основном. И Риту с собой возил. Расскажите про детей. А? Про детей расскажите. Ну, что там? Вот брала с собой, ходила по магазинам, покупала красивые вещи. Купила себе пальто красивое с воротником, модное. До сих пор оно где-то висит в шкафу. Это пальто. Хоть потом перешли на курточки всякие. Ей очень нравилось. Я брал с собой министерство и ведомство, которое мне приходилось посещать. Они к ней разговаривали с ней, как будто член коллектива моего. А я приезжал на заводы по транспорту, проверял генеральные схемы транспорта крупных промрайонов. Куйбышевский промрайон. Целая большая область Куйбышевская. Самара, там, где была. И там завод кондитерский, знаменитый на весь Советский Союз. И директор была герой социалистического труда. Женщина была на этом заводе. Вот я приходил, рассказывал о себе, чем мы занимаемся, какую работу мы хотим у них сделать. Вот так вот я посещал эти крупные предприятия, которые необходимо было заниматься реконструкцией. Но когда я посчитал, какие затраты требуются на реконструкцию, я ужаснулся. Это весь бюджет Советского Союза, многократный, выливался в эти цены. Такое большое количество необходимо было восстанавливать. Оно все было старое, отжившее.
где-то там пририсовали, там поменяли, там заменили. На железнодорожном транспорте в основном. Вот такое, с такими вот вещами я встретился. И об этом рассказывал в Совмине на совещаниях, куда меня приглашали членом комитета там по транспорту. Расскажите про детей своих, про сыновей. Значит, дети. Старший сын закончил политехнический институт. В Минске? Да. Он работал в нашем институте, в промтранспроекте. Ездил на изыскания. Там среди него были выпивохи ребята. Пил водку. Столько труда нам стоило его отвадить от этого. И сейчас мы его вывезли сюда, в Америку. Это спасло его. А он способный парень был, очень способный. И он остался способный. Он читает лекции. У него 4000 подписчиков, которые слушают его лекции, которые он читает с помощью электроники, там, я не знаю, и медицинские вопросы, политика, и что угодно. Он такой специалист. Его сделали доктором наук, факультет в этом, на Украине. Его выбрали. Еще ему посланец мира, тоже такую должность предлагает ему. И тоже какие-то значки, какие-то ордена. Вот такие вот у него замашки появились. Я ему говорю, надо тебе дальше заниматься. А он говорит, мне это очень тяжело. Ему 71 год. Уже стало ему тяжело тоже заниматься этими делами. А младший сын занимался бизнесом в Америке. В основном медикаменты. Американские медикаменты. Они нашли сферу их применения и собрали группу из 3 человек, включая он, третий, как президент. И они занимались продажей этих медикаментов. Они очень хорошо шли на Союз и на Европу. А потом у них купили эту компанию, у них купили за миллионы долларов. И они продали. И он стал миллионером. Ну, каким миллионером? Я не знаю, я никогда не спрашивал, сколько он получил. Миллионов 20, 15, 10. Не знаю, до сих пор не знаю. Знаю, что он помогал нам ездить по всему Союзу. Мы были везде в Европе. И были в Ленинграде, и были мы в Лондоне, в Париже, в Германии. Были мы в круизах по Карибам. 5-6 круизов было по Карибам только. Ездили мы на Аляску, круиз. Ездили мы в Европе, Греция, Турция, тоже на корабле. Короче говоря, вот эти билеты он нам покупал, вот мы это ездили, благодаря его помощи. Сейчас он нам не помогает, нам нет необходимости, нам пособия этого хватает. Хоть это и небольшое пособие, но нам платят фудстемпы пока. И нам хватало фудстемпов на месяц примерно. Сейчас сократили нам фудстемпы на $120. Хватит только на половину месяца. Но ничего, не умрем, будем платить до кэшью. Вот так вот у нас наша судьба. Но счет в банке у нас есть постоянный. Так что получали помощь от Холокоста. Несколько раз получали мы деньги в размере 1200
1200 евро, да. Долларов это несколько выше. Получали мы их и до Риту, и до Медиа. Дважды получали по 1200. И за этот год тоже собирается выделять то же самое 1200. Ожидаем мы где-то в этом году. Вот это нам помощь, которую нам это оказывали. Ну, короче, нам вполне хватает, и мы себя чувствуем нормально. Замечательно, замечательно. Еще два слова о внуках, и мы с вами закончим. О внуках хотите что-то сказать? Внуков у нас, значит, у нас два внука. Одному внуку 39 лет, второму 36. Тому, которому 39, он женат. Жена у него с Киева. Он поехал в командировку в Киев с работы. На второй раз поехал и женился там. Сейчас они находятся здесь, в Америке, потому что самолеты не летают. А младший внук работает в предприятии. Он сослужил армию, в тяжелых войсках был. Морская пехота. Это тяжелая отрасль. Нажил себе спину, повредил там в армии. И работает он на производстве. Ну, сейчас они дома в основном работают. Этот период времени, который был тяжелый, успешно работает. Имеет однокомнатную квартиру. Хочет поменять ее на большее расширение, хочет иметь у себя. А где он? Он здесь находится, в Америке, здесь, в районе даунтауна, ближний район к нам. Угу. У него были две собаки, овчарки. Он купил эти овчарки в Индиане, ездил специально. Одна овчарка умерла, которая помоложе, которая старше живет до сих пор. Но она еще живет, потому что еще возраст не вышел у нее. Вот он, не женатый. Вот это внуки. Дальше. У сына младшего двое маленьких детей. Одна девочке 2 года, второй девочке будет в этом месяце, в феврале, 5 лет. Красивые девочки, симпатичные. Вот мы их не очень часто видим, но видим. Они живут в далеком этом районе, Мандерлайн. Угу. Туда час езды примерно машиной. Он присылает машины иногда, или сам приезжает, и мы ездим так, повидаться с ними. Это вот младшие. А старшая внучка у нашего сына, ей где-то, наверное, 36, наверное, лет, я сейчас не могу сказать. У нее у нас правнук, мальчик. Родился правнук, он же мальчик. Ему где-то, наверное, года 3, сейчас, наверное. Вот они Сакраменто. Занимаются собаководством с мужем вдвоем. Вот это мои, значит, близкие. Замечательно. Сестра моя, ей 99 лет. Ей будет в этом году, 16 октября, должно быть 100 лет. Слабенькая, она, память еще сравнительно неплохая. Она музицировала до сих пор на пианино. Заслушивались ее, она прекрасно играла до сих пор. Еще в прошлом году она играла. Расстроилась пианино. Она не может играть на этом пианино. Она играла, соседи говорили, что она прекрасно исполняет. Что это как концертная деятельность у нее. Вот у сестры. Муж на 2 года моложе, больной, очень больной. Но
таком полусостоятельном вид у него, слабенький. Не хотели отдавать его Нурсинховым, пожалели. Вот они его держат дома у себя. Приходят женщины, занимаются с ним. Ну, по-моему, все я рассказал. Большое спасибо. Есть еще у меня первая жена моего младшего сына. Марина зовут ее. Она на 2 года старше моего младшего сына. Ему 60 лет исполнилось. Вот. Будет 61 сейчас, 9 числа. Это Марина. Она очень активная. Она нас не забывает. Она нас поздравляет. Она присылает чеки зачем-то, я не знаю. Мы говорим, не надо нам, ничего, ничего. Они поделили деньги от бизнеса, видимо. Я понимаю так, откуда у них деньги. А старший сын разошелся здесь. Будучи с 2 детьми, они приехали сюда, в Америку. И они, в конце концов, разошлись. К этому шло еще в Минске. Они были вдвоем никак не могли ужиться. Никак. Она очень хорошо смотрела детей своих, а он не очень, она очень. И вот она поддерживает с нами отношения. Хорошие отношения, родственные, по-прежнему. Она приходит к нам, проведывает нас. Она молодец в этом плане, потому что у нее здесь никого нету. У нее сестры, 2 сестры, находятся в Минске. Она с ними не видится. Ехать туда она туда не хочет. Она была там, говорит, мне там нечего делать. Ну, ведет с ними переговоры, смотрит телевизор, смотрит, общается с ними. Вот из родственников все. Больше никого у нас нету. Спасибо огромное. Какая у вас память замечательная. Ну, Все не жалуюсь. помните, все нам рассказали. Ну, Хотите что-нибудь еще сказать? Ну, я не знаю, Вы там, знаете- детям, внукам, какое-то Вы напутствие. знаете, конечно, у меня такое большое количество эпизодов было, что сейчас припомнить все это, конечно, можно, я могу вспомнить. Особенно какие-то очень сложные эпизоды, которые у меня сложились в моей жизни. Я вам рассказываю, что я болтался по всему городу. Я бы обходил все эти укрепления, бандитов, все я смотрел, все я буквально, как говорится, прощупывал их. Дальше. Во время войны большое количество понаехало диверсантов в Смоленск. Началась война, их прудом привели, их без конца ловили наши органы, водили по центральным улицам немцев живых, знающих, видимо, русский язык, одеты в цивильном одежде. Ну, водили пристегнутые к всему к этому самому. Так вот, они обстреливали с ракет места, где сосредоточены крупные предприятия. Ночные полеты немецкой авиации. В основном это ночью было. И они на местах, где находились эти крупные объекты, они стреляли туда. И они там ловили места, они их находили, они знали, где эти места находятся, на картах, везде. И они потом бомбили эти все крупные заводы, крупные военные предприятия с помощью вот этих диверсантов, которые были. Наводили их.
Но мы, мальчишки, конечно, мы ходили в центре и видели, их почему-то по центру проводили, по улице Советской. Это улица Советская, там, где трамвай свалился. Вот эта улица тянулась до верха туда, до Театральной площади. Вот оттуда шло. И оттуда, откуда-то они сверху их вели. Ну, какие там были заграждения у них. Ну, где-то были, конечно, там тюрьмы, где-то их держали. Нет, я спрашиваю уже о том, что вы хотите сказать, ну, есть ли какое-то напутствие будущим поколениям, что-то вроде того. А будущее поколение, ну, какое у нас поколение, вы знаете, ведь это поколение будущее, я думаю, заканчивается до нас. А я? А Энди? Но мне 94 года. А вам же еще далеко до 94 года. И ему тоже. Поэтому я считаю, что я старый человек. Я так сам считаю. Понимаете, я это понимаю, что я старый, потому что я его чувствую своим телом. А голова у меня свободная. Да. Я хорошо помню, я хорошо знаю. У меня все сохранилось, все у меня сохранилось. Поэтому я так называю поколение. Конечно, поколение. Поколение детей, поколение внуков. Конечно. Вот это наше будущее поколение. Что я мог, я уже много чего передал. Я сыну младшему передал большую коллекцию монет. Несколько тысяч монет. Простые, серебряные, позолоченные. Дальше я передал книги, литературу. Я передал им книги по искусству. Таких книг тоже библиотека у Риты была моя. Отдал им. Младшему внуку я передал монеты. Не монеты, а значки. У меня было несколько тысяч значков. Во время дня рождения Ленина, когда ему было 70 лет, 70-летие, стали выпускать монеты Лениниаду. Она всколыхнула бум значковый. Стали продавать заводы, изготовители, кустарные всякие, продавать эти значки. Красивые значки с красивым налетом. И у меня их скопилось много. Вот это младшему внуку я дал. У меня были свыше 100 часов небольших. На полочках висят. Все как-то рассыпалось в разных местах. Ликвидировали мы основные полки, там немножко осталось. Вот эта коллекция была, не знал, кому ее отдать. Останется. У нас очень много мы купили с Ритой, мы ездили по городам, по магазинам с сейлом. Сейлы в магазинах, когда люди распродавали вещи, и гаражи, сейлы, так называемые. И мы там накупили большое количество статуэток. Красивые статуэтки. Их все обсыпано, вы видели, на стеллажах, на тумбочке вот эти черного цвета. Их много у нас скопилось. Все это останется детям. Ну, куда мы денем? Ну, естественно. Вот это наследство, которое останется. Но мы решили это как-то постепенно начинать сейчас, заранее, чтобы они подготовили места. Уже место у сына, большой дом в Мандерлайне.
Значит, в этом доме у них комнат 2, 3, 4 комнаты отдельных. А детей 2, а на одному ребенку не хватает комнаты. Она живет с папой и с мамой. Они сделали пристройки наверху. Он высокий дом, и там целые пристройки, целые комнаты. Ну, там подниматься по лестнице. Это так просто. Прогулка наверх, посмотреть сверху, посидеть. Больше ничего. Им уже надо готовить поместье, по всей видимости. Ну, а пока они не добрались до поместья, на это поместье требуются большие деньги. Я думаю, что, наверное, еще у них этих денег нету. Там не 1 миллион денег надо. Да, конечно. Долларов Конечно. потратить. Конечно. Вот этот дом. В этом доме бассейн, длинный бассейн. Вот по всей комнате длиной. Прекрасно. Вот такой бассейн. Прекрасно. Да. Чудесный бассейн. Прекрасно. Еще раз Бейсмент. спасибо, спасибо, спасибо большое. Давайте теперь посмотрим фотографии. Фотографии посмотрим, и вы нам расскажете, да? Да, давайте. Как? Это фотография Ритиного папы. Уже в пожилом возрасте. Вот это фотография дедушки. Мы еще про эту фотографию говорим. Кто здесь изображен на этой фотографии? На этой фотографии мама. Вот папа – это мама, а это брат родной. Направит? Окей. Да. Кто здесь? Дедушка. Ритин дедушка. Окей. На этой фотографии моя мама, мой папа, моя сестра с мужем и там знакомые друзья. Это после свадьбы. Молодые мы совсем здесь. Где-то 21-22 года. Была военная кафедра у нас, и вот эта фотография оттуда осталась. Я был здесь лейтенантом, а есть фотографии, где я старший лейтенант. Закончил с военными мои дела. После кафедры присваивали звание. Там такой существовал порядок. Вот все.